Ну что, вы готовы? Готовы увидеть настоящего вавельского дракона, пройтись по местам Кракова, где происходили казни, и посетить место, где учился и совершил огромное открытие сам Николай Коперник? Сегодня мы обойдем с вами весь старый город Кракова, узнаем бесчисленное множество уникальных фактов, а также питаем атмосферу краковских улиц. Приятного просмотра! Краков – это невероятно красивый, насыщенный, а еще второй по численности населения город Польши, в котором уже проживает больше 800 тысяч человек. Главной ценностью Кракова и по совместительству объектом всемирного наследия ЮНЕСКО является его старый город, где расположены все самые памятные места. А еще его однозначно можно назвать туристическим центром Польши, потому что каждый год сюда приезжает около 10 миллионов туристов. И начнем мы с самой яркой достопримечательности старого города. Знакомьтесь, Вавель. Бывшая резиденция польских королей, в настоящее музейное пространство и просто красивый замок, расположенный на холме над рекой Висла. Круто, что на территорию замка можно зайти бесплатно, погулять, сделать фото и просто насладиться атмосферой исторически важного места Польши. Не круто, что каждая часть замка оплачивается отдельно, да еще и туалет платный, даже если вы возьмете билеты. Ну а про очереди, думаю, говорить не нужно, сами понимаете, какой здесь наплыв туристов, особенно в выходные днем. Но не будем фокусироваться на негативе, лучше посмотрим территорию Вавеля. Конечно же, в замке проводятся разные экскурсии. Вы можете пойти сами, с аудиогидом или живым человеком. Вариантов билетов в экскурсии очень много, поэтому смотрите актуальные цены на сайте Вавеля. Но аудиогид, например, стоит 12 злотых. Кстати, если вы впервые попали на мое видео, добро пожаловать в нашу семью. Мы с Андреем живем и путешествуем по городам Европы, точнее Польши, делимся их атмосферой и опытом жизни в каждом месте. Подписывайтесь, чтобы путешествовать с нами виртуально или вживую. Здесь уютно, полезно и всегда вам рады. Тут же на холме находится кафедральный собор святых Станислава и Вацлава, святое место для поляков. Здесь похоронено много выдающихся людей, польские короли, святые, полководцы и поэты. Из самых значимых личностей здесь покоятся Казимир Великий, Сигизмунд Август, Адам Мицкевич, Тадеуш Костюшка и королева Ядвига. Ну, вид на реку, конечно, прекрасный. Опа, я уже увидела кое-что, но покажу вам позже. Также на территории Вавеля находятся королевские покои, такое очень красивое место, закрытое, квадратное, где много арок, колонны, белые цвета и немного ремонтов. Но они особо не мешают, поэтому нормально. И на самом деле очень круто, что на территорию замка, на территорию этого холма можно зайти бесплатно. На самом деле сейчас, 2 раза сказала, я понимаю, что это огромный плюс. И очень жаль, что я не взяла очки. Ну что сказать, я в восторге. Здесь очень уютно, очень красивая зеленая территория, много цветов. И мы еще выбрали прям максимально классный день для съемки, специально для вас, дорогие. Сегодня солнце, очень тепло, наверное, самый теплый день за последнее время. И да, но пора уже идти дальше, к следующей нашей локации. Идем. Вы же наверняка слышали легенду про вавельского дракона, который является символом города. Если нет, кратко расскажу. Когда-то давно под Вавельским холмом в яме жил страшный дракон. Зверь съедал местный скот и не давал жителям спокойно жить, пока однажды принц Крак, который правил в то время, пообещал руку своей дочери тому, кто победит дракона. Многие рыцари пытались это сделать, но так и не смогли, пока не пришла очередь скромного сапожника по имени Скуба. Он решил взять зверя хитростью, набил баранью шкуру серой и отдал дракону. Дракон, конечно же, съел добычу. Огонь запылал у него внутри, и чтобы ослабить боль, дракон начал жадно пить воду с Вислы, пока не лопнул. Версий этой легенды много, но суть не меняется. Сама скульптура классная и необычная, дракон, который дышит огнем.
Как это работает? Очень просто. Внутри дракона находится газовый механизм, который активируется каждые несколько минут. Движемся дальше. То, что есть в каждом старом городе, это, конечно же, церкви. В Кракове их тоже много, поэтому быстро пройдемся по самым красивым. И первая церковь в нашем списке – церковь апостолов Петра и Павла, построенная в стиле барокко. У нее очень красивый фасад, собственно, со скульптурами самих апостолов и разными декоративными деталями. Церковь номер 2, или скорее костел, но уже в готическом стиле. И завершает наш список базилика доминиканцев Святой Троицы. А сейчас мы пришли с вами в уютный парк, который называется Краковские планты. Раньше на его месте была оборонительная стена, а теперь это красивое зеленое пространство, по которому можно спокойно гулять. Парк окружает старый город и отделяет его от других районов. Вообще территория очень уютная, чистая, ухоженная. Здесь классно гулять. И только-только начало все расцветать, вообще расцвело так быстро. Весна наступила неожиданно, но здесь правда кайфово. И сейчас еще так тепло, прям уже жарко. Хотя сейчас какой-то месяц, конец апреля. И вот она, центральная площадь старого города Кракова, которая называется Главный рынок. Одна из самых больших рыночных площадей в Европе. Чего здесь только нет и что здесь только не происходит. Спешу сказать, что мы тут с вами надолго, но обещаю, вы не заскучаете. И еще, кстати, как вы поняли, это не вся площадь, мы вам показали только часть, потому что она разделена большим интересным зданием, к которому мы потом позже подойдем. Так что она большая, и мы ее вместе всю заснять не можем. Я лично обожаю это место. Здесь можно долго гулять, изучая разные детали и достопримечательности. Красивые дома, уютные заведения, музыка, звук от подковы лошадей, которые катают туристов. Вот их мне с каждым разом на самом деле все больше жаль. Эксплуатация животных — это всегда грустно. В общем, атмосфера невероятная и не сравнится с другими городами Польши. В центре площади находятся знаменитые суконные ряды. Это такой длинный рынок в очень красивом здании, где раньше продавали ткани, а сейчас сувениры. Вообще, суконные ряды в свое время были очень важным источником прибыли города. В 1555 году здание сгорело от пожара, но его быстро отстроили заново. После этого у суконных рядов появился атик с фризом и горгульями. А вы знаете, что это значит? Что время возрождения рубрики «Учим новые слова с Катей». Вы уже знаете, что такое атик после старого города Гданьска. Теперь про фриз. Проще говоря, фриз — это средняя часть антаблемента, а антаблемент — это штука с орнаментом вверху здания. На первом этаже здесь находится Национальный музей, где можно посмотреть произведения знаменитых польских художников и скульпторов. В подвале же здесь находится подземный рынок. Тоже музей, но уже необычный. Продолжаем изучать рыночную площадь Кракова. И следующая наша остановка – это базилика Святой Марии. Более 800 лет истории, звон горна, красивый деревянный алтарь, невероятный звездный свод и орган – все это находится в одном месте, в самом центре Кракова. И это еще не все. Эта церковь хранит много интересных фактов и легенд. Начнем с того, что церковь построена в готическом стиле и прекрасно выглядит как снаружи, так и внутри. По легенде, ее строили два брата, по башне на каждого. Один из них выполнил свою часть работы быстрее и не хотел, чтобы другая башня получилась лучше, поэтому убил родного брата. Но быстро пожалел об этом поступке и бросился вниз со своей же построенной башни. Говорят, что до нашего времени в суконных рядах хранится тот самый нож, каким по преданию совершилось убийство. Хотя мы его, конечно, не видели. На верхней башне церкви находился стражник, который следил за безопасностью города. И когда приближались враги, начинал играть предупреждающий звук. К сожалению, однажды у него попала стрела, и он так и не доиграл свою мелодию. В память об этой легенде на этом же месте можно услышать звук горна, который обрывается на середине. Мелодию играют каждый час, так что когда застанете этот момент во время прогулки, обязательно остановитесь
и послушайте. Я уже упомянула алтарь внутри церкви, немного добавлю про него. Это очень старый алтарь, и я снова скажу эту фразу, самый большой в Европе. Его создал Вицтвош из Нюрнберга, и только вдумайтесь, на эту работу автору понадобилось целых 12 лет. Но благо труды окупились, и этот шедевр принес Твошу большое богатство, равное годовому бюджету города. По форме алтарь напоминает шкаф, который можно открыть и закрыть. Внутри и снаружи представлены сцены из жизни Девы Марии и Иисуса. В общем и целом здесь вы увидите 200 фигур. Отсутствие дрона компенсируется присутствием смотровых площадок в каждом городе. Краков не исключение. Здесь мы поднимемся на ратушу рыночной площади, а точнее на башню, которая от нее осталась. Да, раньше на этом месте находилась полноценная ратуша. Здесь проводились суды, находился староста, канцелярия и архивы. Кроме того, здесь была местная сокровищница, место сбора разбойников и печально известных женщин, что бы это ни значило, а также самое страшное место Кракова – тюрьма и пыточная. Вообще, на этой площади происходило много жестоких вещей. Здесь пытали преступников, приговаривали к казни и убивали. Этот факт в очередной раз напоминает нам, что мир дуальный, что есть свет и тьма, добро и зло. И это проявляется в каждом человеке. Это есть в каждом человеке, месте и истории. Так, ну что, давайте смотреть на панораму Кракова. Идем. Ну, нормально. Но я, честно говоря, ожидала совсем другого. Ну, то есть не таких вот непонятных балкончиков, с которых нужно все выглядывать. Я ожидала прям площадку, куда можно выйти и посмотреть. В общем, выходите вы на верхний этаж, по-моему, 4-й, если не ошибаюсь. Видите вот такую вот панораму. Можно выйти с 3 балкончиков, ну, в общем, зайти наверх по ступенькам и посмотреть с разных сторон на Краков, старый город и не только. И вот мы нашли самый красивый вид. Вот такой. Вау. Кстати, весь старый город Кракова построен в виде шахмат. Если посмотреть на карте или с дрона, можно увидеть много ровных квадратов. В 2 шагах от башни ратуши находится очень необычная и немного пугающая скульптура. Это бронзовая скульптура Игоря Митарая, которая называется «Связанный Эрес» или «Эрес Бентата». Скульптура изображает мужскую голову без глаз с забинтованным лицом. Весит наш Эрес ни много ни мало 1900 килограмм, а его рыночная стоимость оценивается на минуточку в 500 000 евро. Скульптуру привезли в Краков в 2005 году. Это был подарок от польского скульптора. Оказывается, эта голова не уникальна. Таких существует еще 2 в других местах. Вообще, Игорь Митарай любил создавать такого типа скульптуры, незавершенные фигуры, фрагменты тел и голов. В 2019 году Эрес получил новую волну популярности, когда компания Netflix в целях продвижения испанского сериала «Бумажный дом» решила разместить рядом со скульптурой аналогичную статую с маской Сальвадора Дали, которую носили герои сериала. Из-за этого мэрия взыскала с Netflix целых 274 злотых, а позже увеличила этот счет почти в 20 раз. На краю старого города, прямо возле парка, расположен Ягеллонский университет, где учился сам Николай Коперник. В 1491 году, за год до открытия Америки, Николай и его брат Анджей поступили в академию, заплатив деньги за обучение. Кстати, эта запись до сих пор хранится в коллекции музея Ягеллонского университета. Коперник изучал астрономию и математику, и самым известным его произведением было «Вращение небесных тел». В ней он представил теорию гелиоцентрического строения
Солнечной системы, разрушив предыдущие взгляды. Согласно Копернику, именно Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца, а не наоборот, как это было в средневековой модели, объяснявшей строение мира. А вот, собственно, и музей Ягеллонского университета, точнее его территория, где хранятся памятные вещи, связанные с университетом. Это и та самая запись аттестата Коперника, и рукопись его произведений, и даже некоторые вещи – Таркет, Астролябия и Небесный глобус. Следующая наша локация – это костел Святой Анны, еще одно духовное место Кракова, которое нельзя пропустить, хотя потому что оно очень красивое. Поэтому давайте немного отдохнем от фактов и просто насладимся атмосферой костела. Щепанская площадь – это еще одна красивая площадь старого города. Мы с вами подошли к Флорианской улице, история которой начинается еще с середины 13 века. С самого начала она выполняла важную функцию и была частью королевского маршрута. Эта улица вела от церкви Святого Флориана, отсюда и название, к Вавельскому замку. По этой дороге въезжали высокопоставленные люди, поэтому она первой получила твердое мощеное покрытие. А к концу 15 века большинство домов на улице уже были построены из кирпича. Следующая локация – это театр Юлиуша Словацкого. Он был открыт в 1893 году и находится на улице Святого Духа в Старом городе. Здесь работало много выдающихся польских режиссеров, и сам театр выглядит очень элегантно по архитектуре. На очереди Флорианские ворота, средневековые городские ворота с башней. Это остатки бывших городских стен и одни из 7 ворот Кракова. Именно это место было главным входом в старый город с северной стороны. Тут же можно найти краковский Барбакан. Увидела его и сразу вспомнила Барбакан в Варшаве. Они, правда, похожи. Он был построен в 15 веке для защиты города. Ширина его стен достигает почти 3 метров, а его диаметр чуть больше 24. Фух, это было, наверное, самое объемное видео за последнее время. Так что ставьте лайк и обязательно делитесь в комментариях, как вам старый город Кракова и какое место или факт вас удивили больше всего. А мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. Пока!